Приветствую вас, друзья, на своем канале Пламя. С вами Борсук Олег Михайлович. В этом ролике поговорим о сборке печи под казан. У меня, как вы видите, печь под казан уже в самом разгаре сборки. Начнем по порядку. Первое. Огнеупорный кирпич и облицовочный обязательно отделяем базальтовым фольгированным листом. Если нет фольгированного, можно простым базальтом. Значит, здесь у меня топочная дверца обвернута нержавейкой и также на уголках держится. Вот так выглядит все. То есть это первое условие. Смотрите, если нету базальта или вообще другого материала, просто вплотную не ложите. Делайте сантиметровый зазор. Это что касается изоляции. Второе. Сама позиционирование плиты под казан. Это по наружной части. Но можете вы симпровизировать и купить плиту под казан любых практически размеров. Смотрите, как выходит позиционирование. Сначала вы рассчитываете колосники, раскладываете. Колосники у меня находятся на уровне топочной дверцы. Я просто не буду сейчас раскрывать все. Вот. Вы установили колосники. И теперь сверху этого ряда ставите просто вот плиту чугунную. Спозиционировали по центру, не по центру колосников, а по центру всей печи. И потом вот так обводите кольцо, ну можно не обводить. В принципе, вот у вас край кирпичной кладки есть. Вот, провели вот здесь линию, ну и здесь также. У меня вот так вышло. Значит, буду здесь у меня откроется проем потом. И буду перевязывать кладку. Буду поднимать. Еще ряд или два подниму. И буду формировать уже выход дымовых газов между зубом и задней стенкой. Значит, возвращаемся к плите под казан. Здесь у меня, видите, термический зазор. То есть я сюда ничего не буду засыпать и ставить. Просто воздушная прослойка. Сзади у меня тоже вот так вот будет зазор. Ну, может, я поставлю туда базальтовый лист. Скорее всего, поставлю. Да, у меня его с запасом. Целая куча лежит. Так что, ребята, потом вы поднимаете стены. И на последний ряд, вот у меня уже технология нарисована, будет устанавливаться гранит толщиной 3,5 сантиметра. Значит, мне надо будет спозиционировать плиту под казан так, чтобы верх плиты у меня вышел на 3,5 сантиметра выше облицовочного кирпича. То есть потом как раз установится гранитная плита и будет в одном уровне, да, в одной плоскости с чугунной плитой. Это тоже немаловажно. То есть сразу постараться рассчитать высоту плиты чугунной под казан. Я думаю, понятно. Позиционирование. Размечаем. Раскладываем кирпичи сверху плиты, чтобы вам было видно уже, какая конструкция кирпичной кладки будет. Значит, ребята, еще хочу вам сказать по сечению печи под казан. Очень много спорят людей, нужно делать квадратную, прямоугольную или же круглую, как цирк по форме казана. Спор заключается в том, что в круглых, да, в цилиндрических печах казан разогревается равномерно и кипение, да, приготовление блюда происходит равномерно, то есть не в одном каком-то месте. А если вот такого сечения, то значит будет кипеть в одном месте, а в другом не будет кипеть. Это все миф, это все неправда. Сейчас я вам просто это объясню. На самом деле все зависит не от сечения печи внутреннего, а от положения дров в печи и количества дров. Если у вас будет круглого сечения, да, вот такая вот труба, и у вас дрова будут вот здесь вот лежать, то не будет в казане равномерно разогреваться. И кипеть будет только в одном месте. Поэтому важнее, чтобы дрова были сухие,
количество дров и расположение дров в самой печи. Теперь смотрите, в такую печь прямоугольную или же вот как у меня получилось квадратную, дров поместится гораздо больше, нежели в круглую. И длина полена, да, тоже здесь существенно удлиняется, нежели в круглой. Это второе. Потом еще что важнее, на что надо обратить внимание, не на конфигурацию печи, а на высоту казана до дна, вот, до колосников. Вот это важнее всего, наверное, чтобы у вас не было большой высоты. Так что высота большая тоже очень неблагоприятно сказывается. То есть это будет перерасход дров. Здесь вы у меня видите, дверца нестандартная, нацелил на целый ряд выше. Поэтому я кладку не стал поднимать выше или же дверцу ниже делать. А я просто сделал кладку, врезал дверцу в третий ряд. То есть вот раз, два, три. Обычно у меня дверца на вот этом уровне заканчивается. Но это стандартно как бы. Здесь там дверца не классическая, не стандартная, вычурная, будем так говорить. Поэтому и расположение ее, и установка занимала у меня целый день. Значит, вернемся к печи под казан. Вы уже поняли, что неважно, круглая или квадратная, важнее, чтобы дрова были сухие и равномерно распределены по центру печи. Значит, здесь у меня будет вот такие скосы потом идти. Это тоже как бункер, будет все проседать и равномерно распределяться кислород в дрова. Насчет отвода дымовых газов. Многие считают, что надо, чтобы дымовой газ распределялся, выходил в несколько отверстий. У меня есть мангал с печью под казан Белореченский. Там заказчик настаивал на том, чтобы я сделал много-много вот таких дырок, и чтобы огонь у меня как розочка раскрывался или как ромашка и во все стороны распределялся. Но это очень сложно этого добиться, чтобы было такое равномерное горение, да. Он хотел, чтобы у него в центр казана прям все поступал, горячий воздух, огонь, и равномерно кипело. Ну вот эти отверстия, они очень сильно забиваются сажей, большая теплопотеря. Еще раз вам говорю, вот один выход в дымовой канал. Это самое эффективное. Вам даже сажу просто рукой вы можете достать, в перчатку одеть и почистить его, если он вдруг забьется. Так вся гарь и сажа будет вылетать. Это не значит, что будет вылетать и все тепло. Конечно, эти печи, они простые в своей сборке, ну, относительно простые. В плане того, что нет колодцев, и огонь, и дым выходят напрямую. Но поверьте, этого достаточно будет костра, пока он здесь, в этой печке, костер отдает 90% своего тепла. А потом уже идет в дымовой канал. Поэтому, ребята, не акцентируйтесь вы на форме. Там, знаете, выкладывают там и тычками, и как только не делают. Я вот сторонник того, чтобы максимально упростить, при этом получить максимум эффекта теплоотдачи. Когда вы смотрите снаружи на печь, вам не видно, какого она сечения внутри, квадратная или круглая. Вам главное, чтобы плита была, чтобы казан работала, все не дымило, дверцы открывались, закрывались. Так что на этом больше акцент сосредоточьте. И чтобы у вас был термический зазор, или же вот теплоизоляция такая. Вот это тоже немаловажно. Видите, у меня от самого низа идет вот изоляция. То есть все кирпичи, которые у меня будут нагреваться, они не будут передавать тепло и свою расширяющую, да, движение на облицовку. Таким образом печка прослужит гораздо дольше. А внутри будет своя жизнь, снаружи будет своя жизнь. Ну и также немножко пару слов скажу про мангал.
Это я отдельное видео буду снимать. Смотрите, уголки не зажимайте раствором, ни в коем случае. Базальтом обмотали, но не замазывайте раствором, иначе будет беда. Уголки должны свободно, линейно расширяться, они вообще телепаться, в принципе, должны там свободно. Вот эти швы не должны быть замазаны. Ну, я еще раз напоминаю, это отдельное видео, я буду снимать, как закладывать дно. Вот у меня уголки свободно лежат, видите, их нельзя заполнять раствором, тем более раствор цементный будет. Друзья, канал Пламя позиционирует себя как мангал в каждый дом или проект народный мангал, поэтому я свои конструкции делаю максимально простыми и в то же время максимально эффективными. Поэтому показываю вам, как можно самостоятельно это сделать. Вот еще одна перемычка подготовлена у меня. Здесь вы видите, под арочку я выпилил. Вот полуарочная или арочная дверца. Сейчас я это все скрепляю таким уголком. Уголок будет устанавливаться вовнутрь, то есть не в сторону топки, а в противоположную ее сторону. Перемычка готова, теперь я ее устанавливаю на вот этот ряд, и сверху еще будет один ряд крайний, это уже будет верхняя точка печи. Значит, печку вы видите, я уже практически закончил, осталось сформировать канал, и сюда, скорее всего, я буду искать трубу из нержавейки, буду всю Адыгею прочесывать, Белореченский район. Ну, в любом случае хочу поставить ее, так будет безопаснее в плане того, что избежим прогревания вот этой стены, чтобы итальянский кирпич не разрушился. Я установлю гильзу сюда и потом поверну, вертикально поставлю трубу и обмотаю ее базальтовым листом. Таким образом мы избежим прогревания верхней части печи, где будет гранитная такая полосочка. То есть она практически холодная будет, и в то же время не будет сажа задерживаться, будет все вылетать в дымоход. Вот, друзья, вы посмотрели короткий ролик, как я собираю печь под казан. Если вас заинтересовали мои работы, 3D проекты, консультации, порядовки, вот мой номер телефона, адрес электронной почты, пишите, обращайтесь, я всегда на связи, WhatsApp, Viber. Вот печь под казан. Ну, дальше я буду снимать ролик по сборке этого мангала, и печь уже будет продолжение в других сериях. Так что, чтобы не пропустить видео со сборкой печи под казан и подключение к мангалу, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Я желаю вам здоровья, успехов в труде. До новых встреч. Пока.